Здравия, дорогие друзья! Сегодня снова мы собираемся в нашем тесном дружеском кругу и продолжаем разговоры мужчин. Игорь Соколов сегодня хочет нам немножко рассказать, или наоборот, много рассказать, о том, какие мегалиты есть на Урале. И мало кто знает, наверное, из вас, что на Урале есть собственные дольмены. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Итак, слово Игорю Соколову. Добрый день, дорогие друзья. Все мы знаем, что тема мегалитов, особенно таких как дольмены, она развита и рассказано о ней уже достаточно много. Дольмены – это каменные столы, буквально в переводе там и с латыни, как бы дол – это камень, а мен – это стол. И я хотел бы просто задать такую тему, что не только в Краснодарском крае огромное количество дольменов присутствует, таких классических, которые многие видели, многие посещали, но и на нашем Урале. А Урал, как мы знаем, это граница между двумя плитами, то есть это стык между азиатской и европейской плитой. И сами горы были когда-то высокими, такими же, как Кавказ, но они самые старые горы на Земле, из тех, которые мы сейчас можем наблюдать. И они уже превратились, в общем-то, в такие сопки, закругленные, где нету особо там каких-то скальных выходов. Но в то же время это горный хребет, и все мы должны понимать, что это как раз хребет, образованный между вот этими столкновением этих плит. И, соответственно, что очень мощная энергетика присутствует именно на Урале за счет того, что плиты друг на друга давят, происходит пьезоэффект, и вот эти энергетические потоки, они распределяются по границе среды, и, выходя на поверхность, они, в общем-то, очень существенно влияют на все, что окружает эти Уральские горы. И многие видят там плазмоиды, выходы, световые столбы по ночам, то есть в зависимости от влажности атмосферы мы можем наблюдать очень часто вот такие проявления энергетических выходов. А мы знаем, что дольмены ставятся всегда на разломах. И Краснодарский край не исключение, и европейские страны, где очень много дольменов, кстати, Португалия, Франция, Германия, в общем-то, почти по всей Европе есть такие сооружения, и Болгария, и в Азии это и Корея, и Япония, и Индия. Кстати, в Индии очень похожи на краснодарские дольмены, то есть они имеют порталы, имеют отверстия, и втулки, которыми закрывались это отверстия. Но уральские дольмены, они более простые. Зачастую это просто V-образные плиты, которые установлены на нижней плите, и сверху есть крышка. Крышка может быть как массивная, так и не очень массивная. Но количество их достаточно большое. Уже сейчас открыли порядка 700 таких дольменов. В основном это Южный Урал. Первые открытия были сделаны на острове Веры, на озере Тургаяк. И ученые, в общем-то, изучали эти сооружения, которые были признаны как вот именно сооружения, поставленные людьми в прошлом. И даже были найдены первые такие печи, в которых обжигалась руда и, возможно, выплавлялась вот это вот металл, не только там медь, а и железо, которое, в общем-то, мы все знаем, появилось уже более, так сказать, поздние сроки. Первоначально была известна медь и бронзовые изделия, которые использовались как оружие, как определенные там бытовые предметы. А железо появилось гораздо позже. И как раз первое появление железа было связано именно с уральскими вот этими месторождениями металлической руды. В основном это бурый железняк. И насколько мы знаем, что даже в Аркаиме, городе, которому уже более 5000 лет, по признанию ученых, выплавлялось железо и делались изделия из железа. А также вот эти металлические чушки поставлялись по всему миру, где уже потом мастера делали свои изделия. Это и Китай, и Индия, и Ближний Восток. И, в общем-то, торговые пути, они были основаны как раз на перевозке вот этого металла. И, возможно, дольменная культура была как раз связана с использованием металла.
И мы знаем, что до прихода русских, ну, как бы славян на территорию Урала, там проживали местные племена, такие как вагулы, остяки, сейчас их мы называем манси и ханты, ну, соответственно, то есть вагулы – это манси, остяки – это ханты, которые населяли Северный Урал и Западную Сибирь, в основном северо-западной Сибири. А более южные территории, возможно, заселяли как раз те народы, которые мы называем чудью белоглазой. То есть это были светлые люди со светлыми волосами, с голубыми глазами, со светлыми. Они отличались от местных народов, и, в общем-то, их ореол распространения был достаточно высок. Это и Северный Урал, вплоть от Кольского полуострова, весь север вот европейской части России, а также Урала, был заселен вот такими группами, которые обладали определенными технологиями, и они могли как раз выплавлять вот эти металлы, добывать руду, использовать ее в своих нуждах. То есть помимо там золота и серебра, такие металлы, как медь и железо, они, в общем-то, обладали этими способностями. И то, что вот потом уже находили рудознатцы на территории Урала, вот эти вот шахты, как раз уже были использованы до прихода славян и как бы шли по пути, так сказать, предыдущих народов, которые проживали на этой территории. Ханты и манси, они занимались в основном охотой, то есть собирательство, охота, добыча пушного зверя. Ну, вот их как бы основная была как бы структура. И даже пасти оленей их научили светлые люди с голубыми глазами, как они говорят, у них в преданиях это все отражается. И это касается и Сибири, и Урала. Кстати, и вот как это переплетается в том числе с темой зюраткульского лося и того народа, который жил тогда на пересечении этих торговых путей. Потому что озеро Зюраткуль это затопленное городище, которое видно через прозрачную воду. Про лося-то знают, про то, что в самом озере-то целый город затоплен, а затоплен он был во время Второй мировой войны еще, когда электростанцию делали. И вот два слова про те народы, которые предвестники ханты и манси, да, кстати, которые... вот такие уральские озера, как Зюраткуль, как Тургаяк, как Чебаркуль. То есть на дне этих озер находят структуры ровные, каменные, то есть похожие на когда-то стоявшие каменные стены. И поэтому они, в общем-то, и сохранились, потому что находятся под водой. А все, что находилось на поверхности, возможно, было сломано, растащено. То есть и в итоге мы не видим как бы деятельность такую в каменного строительства, кроме вот этих вот дольменов, которые сохранились до сих пор. То есть это заговор сокрытия древней славянской культуры был. Ну, так как эта земля переходила из рук в руки, возможно, те правители, которые приходили, не хотели видеть следы предыдущей, более высокоразвитой, как говорится, цивилизации на этой территории. И они заставляли своих подданных разрушать эти памятники. Как и территория Китая. Да. Как пример, что граничит как раз с нашими зауральскими территориями. Ни пирамиды не хотят показывать, ни гробницы белых правителей. Не узкоглазые. Также... Они хотят свою расу превознести с тем, что вот мы первые и бумагу, и порох там изобрели, и колесо в том числе. Хотя в том же Аркаиме была обнаружена колесница, которая по возрасту гораздо более древняя, чем даже римская колесница. Китайские вот эти. И римская. Да, и римская. Римская шигирский идол древнее пирамиды. Ну, это, да, про это тоже, кстати, стоит упомянуть, потому что возраст шигирского идола, вот по последним исследованиям, порядка 12,5 тысяч лет. То есть первый анализ, проводимый был немцами, они показали 11,5 тысяч лет, потом подняли планку до 12, и сейчас уже 12,5 тысяч лет. Древесина использовалась как раз лиственница, а мы знаем, что мореная лиственница, она тверже металла, и использовалась даже в строительстве вот основ, которые стоят под водой,
домов в Венеции. Да, То есть Венеция, поставлялось. все из лиственницы, Да, да. все каналы устланы. Все было сделано из лиственницы. И сейчас вот чем дольше это дерево лежит в воде, тем оно больше получает прочность. Каменеет, как и дуб. Ну, вся современная Италия или древняя Этрурия, как она называется в энциклопедиях XVIII века, она из нашего, получается, ореола дерева составлена, так сказать, это и береза. Это Руссия. Этрусия, да, Этрурия. Ну, есть такая, да, теория, да, что вот. общество в Италии зародилось. Если не брать теории, а брать факты, то факт остается фактом, что колесо первое получается не в Древнем Риме, а в Аркаиме, а те колеса, которые, так сказать, зафиксированы как самые первые, Ну, да. они сделаны из той березы, которая не растет в тех хотя бы- местах, где зафиксируется их... Есть чем гордиться. Игорь, ну нас ведь много и других интересных артефактов. Да. Вот мы с тобой буквально... Слушай, у нас, кстати, юбилей в этом году. 10 лет назад, в 2014 году, помнишь, у нас такая неожиданная экспедиция получилась в район чертова городища, недалеко от Исети, Свердловская область. Да, так называемые вот уральские вот эти вот каменные останцы, а ученые это называют матроцевидной структурой, то есть это такие каменные блинчики, лежащие друг на друге и имеющие определенную структуру. Ну, объясняется тем, что это процесс выветривания, то, что меняется, как говорится, холод на тепло, попадает вода, трещиноватость, да, потом камни обдувает ветром, и они становятся вот такими округлыми. Хотя, наблюдая, например, на месте вот этот процесс, мы замечали, что вываленные блоки, они как раз имеют уже внутри такую округлую структуру. То есть они не поддавались воздушным каким-то этим влияниям, понимаете? То есть эти блоки, они не лежат вот так вот, что со всех сторон обдуваются, а лежат как бы внутри, как кладка. Из Нет, них же и это дольмены строили. кладка. То есть, скорее всего, ну вот по моим личным вот ощущениям, что прилетал какой-то огромный корабль, который использованную уже руду, которую, ну, обогащенное вот это вот вещество, остается отвал, шлак, его каким-то образом растворяют, и как цемент просто выливали вот эти блинчики на возвышенностях. И таким способом они как бы маркировали местность. Может быть, это были как памятники какие-то, то есть они оставляли о себе вот эти следы. Потому что нижняя часть вот под этими скалами, она состоит из другого материала. Если бы это был скальник, который выходит из-под земли, допустим, да, с пласта, поднимающийся наверх, ну, как вот во время вулканической какой-то деятельности, то, во-первых, нижнее как бы основание, оно бы было с ним срощено, с этим скальником, и имело бы одну и ту же структуру. Здесь же мы наблюдаем, помимо гранитных выходов, еще и песчаниковые выходы. То есть, а песчаник – это порода, которая откладывается. То есть, она образуется на дне там древнего океана, прессуется, и получается вот такое как бы песчаное То есть структурированные волокно. терриконы древние. То есть, да, это какой-то отвал древний, Терриконы, вот, отвалы. древнего вот этого Ну, как отработанного пример материала. рядом как раз с этим лосем, да, Жираткульский лось, находится горная цепь, и одна из вершин называется хребет Москаль. И этот хребет до сих пор не зарастает лесом. И по поверью местных это отвал, потому как больше ничего ни на что это не напоминает в связи с фракцией. То есть там одинаковые камни, одинакового примерно размера, как вот машина перерабатывает, да? Ну да, там Роторные. кварцит. Роторная, да, и выбрасывает наверх. И вот не нужно это все, фракция остается, а там внутри полости. При этом долина реки и ручья рядом с хребтом Москаль несет в себе эндемики, то есть те, которые считаются допотопные, значит, растения, которые, так сказать, сохранились по сей день. И как бы вот эти две информации одновременно ну, не вяжутся, потому что это более молодой хребет, не поросший зеленью, да, а там эндемики, ну, то есть внизу. Ну, кстати, мы на этой вот горе находили же куски кварца, в которых прям
прожилки такие, как будто бы обрабатывалось каким-то металлическим инструментом, очень крупным. Хотя там не говорит никто, что на горе кто-то производил работы по добыче этого материала. То есть вся гора как сопка, да. отвал. А может быть, Она из Уральские горы кусков. это терриконы, как говорит Андрей Кадыкчанский, им 200 лет. Например, если это искусственное формирование, неестественная складочность между двумя плитами. Я с этим не согласен. Не Все-таки, согласен да, с Андреем Кадыкчанским. да, потому что, ну как 200 лет, этим горам там миллиарды лет, понимаете, это самый древний горный хребет, который когда-то он был, да, возвышенный, но постепенно он разрушился. За 200 лет терриконы могут размыть. А использовать могли, вот, потому что там очень много запасов таких вот, именно вот выход из-под земли, очень много полезных всяких ископаемых, которые могли до нас добывать цивилизации, которые гораздо выше нас по уровню. Да Они подводная просто высокая прилетали на Землю, делали огромные вот эти вот карьеры и открытым способом, и закрытым способом добывали. И вот на севере есть горы, на севере Урала, которые имеют остроконечные вот такие верхушки. И они очень похожи именно на терриконы, потому что вся гора состоит из обломков каких-то, вот из какого-то курумника. Да. То есть это не просто обрушившаяся, как говорится, структура камня, а такое впечатление, что ее вот высыпали, как террикон, и оставили вот в Потопы таком не виде. могли размыть Уральские горы, а говорили, что, в общем-то, известно потоп Ну, 16 века. Говорили, что ледник как бы стесывал. Но это официальная. Да, когда он это уходил. официальная теория. Но дело в том, что потоп, возможно, был на этой территории, и, возможно, там было достаточно большое количество людей. Те же вот гиперборейцы, когда затопило Северный полюс и изменилась структура Земли, они могли выйти как раз вот к этим Репейским или Уральским горам, организовать там свое поселение. Как раз вот Обская губа, она как раз находится за севером Уральского хребта. Лукоморье. Да, вот это Лукоморье. Там, возможно, было как раз жилище этих вот гиперборейцев, которые больше духовные знаниями обладали, чем, допустим, использовали какие-то технологии. А технологии все были такие техномагические. И они могли и целительство знать, Да, передали да. китайцам и индусам, потом науку о здоровье, Ну вот аюрведу и вот эти вот В китайские. момент подтопления этих земель, когда начинался Да. потоп, они, скорее всего, через Алтай, через Тибет ушли вот как раз на Индостан и на севере Индии организовали вот это вот свое жилище, потому что это возвышенность, это Тибетка, и вода там не могла достигать, допустим, того уровня, чтобы затопить эти территории. А после того, как вода ушла, они уже вышли в сторону Европы, то есть через Ближний Восток, заселили Европу, и дальше произошло заселение вот европейской То есть части. они протославян России. белыми слонами называли индусы. Южные Да. индусы, вот это вот, они говорили, белые слоны пришли, принесли нам знания. И даже вот люди, которые живут на севере Индии, они отличаются от южан. Вы посмотрите, насколько темные южане с темными глазами. А вот северные индусы, они часто с голубыми глазами. Почему Гитлер приезжал на Тибет и в Непале проводили экспедиции? Потому что они искали вот эти корни арийские. Они мерили черепа, смотрели То форму же самое глаз. Азия, да? Да. Это Калмыкия, Каракалпакстан. Пакистан, Иран, посмотрите, Очень много там людей с очень зелеными много глазами, голубоглазых, серыми. светлых Да. людей. Там у них целые Племя племена раньше Калаши. жили. Да, вот племя Калаши. Калаши. Русские. Игорь, вот ты сказал, что да, действительно на Урале еще до Демидовых кто-то занимался добычей. Действительно, ведь вот мы с тобой начали говорить, ты начал, упомянул народ, чуть тему не развили. Действительно, ведь я долго Река искал, я Часовая. нашел действительно старые записи. А записи вот о чем. Когда Демидовы пришли на Урал и начали заниматься, ну, соответственно, добычей Ну, сперва разведкой. железной медной руды, да, Ну да. а потом, соответственно, уже и литейным производством. До меня лет 20 доходили такие фольклорные сообщения, что якобы Демидовы не просто так ходили, они использовали метки чуди древнего народа. А я долго искал, и в одном документе, по-моему, чуть ли не
в одном из журналов Имперской археологической комиссии, который выпускался в 19 веке. Нашел, что такое чудские метки. Оказывается, это вот те самые знаменитые чудские колодцы. И там, что самое интересное, есть описание. Там нормальное, четкое описание, что чудские колодцы — это старые копии. Но сделано копии. очень интересно. Они знаешь, как интересно сделали? Они не горизонтальным способом, не вертикальным делали, потому что называют чудские колодцы. То есть они рыли вертикальную шахту, но они обкладывали, я даже фотографии нашел, они шахту обкладывали каменной кладкой, то есть она не разрушалась. А соответственно потом они начали затапливать. Ну да, то есть укрепляли, да. Еще память о чуде была как опал. жива, может быть даже какие-то легенды сохранились. И местные жители, видимо, просто зная, где находятся чудские колодцы, соответственно, рассказывали уже мастеровым людям Демидова это самое. И те уже в этих местах просто продолжали разработку уже тех копий, которые поднимала чуть. Более того, у нас была экспедиция по Кудымкарскому району Пермского края. Мы конкретно взяли материалы, опять же, из журналов Имперской археологической комиссии и поехали по местам, где были указаны места поселения чуди. Потому что этнографы 19 века еще успели собрать фольклорный материал. И действительно, мы приехали в одно забавное место. Память предков еще сохранила название Араза и Раменя, там два названия. И нашли пересохшие русляки и земляную плотину. А когда наверх склона смотришь, еще до сих пор видно, где стояли дома. Тут растительность посветлее, тут деревца прямоугольничком растут. То есть на самом деле вот эта чуть, нам говорят, что она там 1000 лет назад ушла. Это рядом все было. Это лет 300-400, не позднее. Про чуть, Игорь. Ну да, то есть чуть-то ушла. Почему? Потому что пришли славяне, начали свои порядки наводить, выгонять их с исконных своих земель. Естественно, им не давали развиваться, и они решили не уходить, как говорится, в христианство, а сохранить свое ведическое представление о мире. Даже, наверное, не славяне пришли, наверное, не очень как корректно. Ну да, А тогда просто шло вот это, да, экспансия, религиозная экспансия, да, христианизация, да. Захват уральских земель когда произошел? При царе Иване Грозном. Там в Пермском крае, вот помнишь, где мы были в Хохловке, были соливарни вот этих вот купцов Строгановых. При Романовых. Да, нет, это еще до Романовых, это еще при Иване Грозном они были там. И им было интересно уйти за камень, то есть за Уральские горы, для того, чтобы там уже искать и руду, и какие-то, как говорится, материальные блага, пушнину добывать, потому что они знали, что вот эти вагулы занимались как раз промыслом, а пушнина тогда ценилась дороже золота. И они договорились с Ермаком. Тот собрал казачью, так сказать, команду, они их снарядили, да, дали им струги, и они по рекам стали сплавляться и захватывать постепенно вот эти территории уральские. Разграбляя древние курганы уральские. Ну, Багровики, да, Багровики. Специальность такая. Но это при Романовых. это, всё. конечно, Да, происходило, потому что любой кусок золота тогда был на вес, как говорится, ценился как жизнь человека. И поэтому, мы знаем, что казаки, они особо не церемонились, они брали все, что им нужно, что им нравилось. Женщин они могли вообще там оставлять. только надо да. это тоже, чтобы не обижать братьев наших, сказать так, что как и сейчас есть частные военные компании, да, и наемные системы, так и это тогда Ермак Тимофеевич, это же, Да, по сути, да. профинансировано английской компанией торговой, значит, экспансия по покорению Древней Руси или Скифии, или Тартарии, и приведение ее к трастовой системе внешнего управления, вот, а именно церковных трастов. Соответственно, нужно было подушевой учет, то есть всех, и конечно, понятие ввести как оплата оброка. Тогда это слово звучало не как налоги обложения, не как оброк, а как слово ясак. Вот. Это означал термин глагола ясачить, то есть выставить на деньги людей, которые живут на собственной земле. И метод, которым выставлял товарищ, который нам не товарищ, Строганов, людей, это наемная ЧВК, которая брала к себе в острог, собственно, отсюда и история фамилии Строганов, а не от мяса, в заложники представителя
там, Рода. главы рода или поселения, да, и, так сказать, чтобы он там жил, требовал, значит, выплачивать, так сказать, какие-то Ну, там да. за него, да, ну, Да, по сути налоги, дела, можно оброк, сказать, да, вот да, этот оброк. ясак. Да, и таким образом экспансию дальше продолжали. Да, а историю было паразитируя. важно вытравить, потому что в народе это же все хранится, и люди могут в любой момент найти. А как какой-то- вытравить историю, помимо того, что нужно стереть книги, да, которые там при Меньшикове собираются, да, при Петре Первом. Вот. А еще нужно что? Всех переселить. Потому что как только ты переселяешь, разделяешь род мужчину и женщину, да, то в следующем поколении кто рождается? конечно. Иван, не помнящий Да. своего родства. Туда заселяли Вот, наши, да, оттуда Да, выселяли. и те, которые их. уже не знают уроды своих предков, да. А у нас с вами, между прочим, вот сейчас важная такая информация, простая. Были простые правила, как знать свой род. Значит, и это осталось не только в казачестве, но и в том числе благодаря нашей Великой Азии, в том числе и благодаря и Каракалпакстану, и листинцам, калмыкам. Значит, правило это такое. Это правило загиба 9 фаланг или 9 суставов. Это вот по именам нужно было знать всех прадедов и дедушек и назвать то значимое событие, которое в жизни он в наш род внес. Значит, вот так вот получается, это получается 9, это получается 8, 7, 6, 5, вот эта часть четверка, тройка, двойка и ты сам это единичка. Вот 9 поколений. То есть можно было знать поименно. Ну, это А у меня да. вопрос, вот дольмены, это хранилище какой-то родовой информации, где книги хранились родовые, причем когда еще Тартария захватывала и всю Европу, и европейскую часть везде, то есть это места хранения, или это было связано с, как ты говоришь, с металлургией? Дольмены использовались для металлургических. Я думаю, что очень много разных направлений укладывалось в одном и том же сооружении. Что в Краснодарском Уральские крае, дольмены. что... В первую очередь, все-таки это были культовые сооружения. То есть люди приходили к этим дольменам. А что они вот они там хоронили делали... там. Хоронили это уже вторичное использование. Потому что ради того, чтобы похоронить кости предка, строить вот такие мегалитические сооружения, затрачивая огромное количество сил, когда люди просто выживали, им нужно было там охотиться, что-то добывать, чтобы есть. А тут нужно построить вот такое каменное сооружение, даже если род выделял там какое-то количество людей на это строительство, ну, вряд ли это для того, чтобы похоронить кости. Проще человека закопать или сжечь. А чтобы его там хранить, его труп, который там лежит, и какое-то время он еще, как говорится, там разлагается. Ну, то если есть- привести пример захоронения курганной скифской Да. культуры, там внутри тоже есть коробочка, да? Так, Да, это каменная. такой термин. Мы, кстати, видели. во время Мы их видели. На реке очень интересном названии Уй. Да. Да. А да, у нас они с вами здесь, собственно, в Московской области есть, под Старой Рязанью целое городище, там Ну, курганная, Винякинская, да, больше 100 курганов культура, находится это, на конечно. площади небольшой. Вот, но внутри находится коробочка. Коробочка, как правило, это каменные стенки с крышечкой. Но чем отличаются вот эти типы именно захоронений вот в курганной культуре скифской от дольменной культуры? Да тем, что, собственно, нету той стены, которая имеет отверстие, да, и тем более пробки, то есть заглушки. То есть засыпается просто землей эта коробочка, да, и, собственно, как правило, она как раз находится не в центре кургана, чтобы, так сказать, все это не разграбили. Значит, и эти курганы, они в том числе по всей Азии с скифскими предметами украшений до середины Китая. Значит, курганы как строились? Почему они размеры разные имеют? Потому что чем, как говорится, круче человек, чем он более в обществе почтим, тем больше народу приходит на похороны. И каждый должен был принести камень. И этот камень клался поверх вот захоронения, и тем самым образовывался этот курган. Потом уже землей все это присыпалось. А по поводу дольменов, все-таки это сооружения, которые на поверхности, они никогда не находились под землей. Хотя дворики были прикрыты как бы раньше земляной насыпью, но дело в том, что вот это вот отверстие, портал, он всегда выходил наружу.
И, скорее всего, дольмен использовался все-таки как некая энергетическая структура, потому что по разломам идет вот этот же опять энергетический поток, попадая в камеру дольмена, он преобразуется за счет того, что происходит резонанс, то есть это резонаторные камеры, которые использовали эту энергию. Сама втулка была реостатом, то есть и регулировали вот этот вот поток этой энергии. А как ее использовали, мы не знаем. Возможно, это просто напряжение земли сбрасывалось, чтобы не было никаких землетрясений в этом районе, так как где есть разломы, всегда есть сейсмоопасность. Возможно, использовали эту энергию как переход в некий другой мир, то есть как портал использовался дольмен. И хранители этих дольменов, они знали, что существует верхний мир, нижний мир и срединный, в котором мы живем. И чтобы общаться с жителями верхнего или нижнего миров, они использовали дольмен, как мы используем телефонную трубку. То есть, возможно, вот как раз шла такая беседа. И можно было пообщаться с духами там, верхних или нижних миров, с тем, чтобы они помогли людям в каких-то бытовых делах. Либо вылечили, либо там, помогли родиться здоровому ребенку, выбрать пол этого ребенка, или даже переселить душу ушедшего предка в нового ребенка, который в этом же роду остается, допустим, какой-то великий человек. Вот. И то же самое, возможно, происходило и на Урале. Просто там более упрощенные сами эти структуры. Но их же строили, то есть они для чего-то нужны были. И это исследованием своим, как говорится, еще предстоит нам все изучить. Люди про это мало говорят. Наука почему-то про уральские дольмены вообще молчит. Хотя их нашли, вот я говорю, уже больше 700 штук. И они не только на озере Тургаяк находятся, но и по всему Южному Уралу. Вот в районе Кыштыма очень много найдено было таких вот дольменных структур. И местные краеведы, они их описывают, рассказывают и показывают. Музей создали сейчас. Да, уже создали музей, который вот именно показывает эту культуру. Геленджикский говорит вообще реинкарнационные камеры, через них Ну вот Игорь и говорит души про это. возвращали. Вот я хотел по поводу чудских народов, да, рассказать. Если они как раз оставляли после себя вот эти вот дольменные структуры, скорее всего, они могли действительно общаться с этими верхними и нижними мирами, так как они не были монорелигией какой-то подвержены, они были ведически настроены, они могли общаться с духами, у них была своя космогония. И при приходе пришлых, естественно, им нужно было куда-то уходить. И есть версия, что они ушли под землю, какими-то подземными путями ушли на Алтай, и там посетили вот эту вот страну Беловодье, в которой они до сих пор и находятся. Возможно, это некая параллельная как бы структура той, в которой мы находимся, то есть отличная от нашей. И они обещали вернуться, когда на земле духовность возвысится, и, значит, люди станут жить мирно, не будет никаких войн, и когда мы объединимся, как раз вот чуть вернется на землю и вольется в наши, в общем-то, уже на тот момент стройные ряды. Но я думаю, что это когда-то произойдет, все-таки мы хотим надеяться на лучшее, и поэтому на этой вот позитивной ноте я хочу закончить свое выступление. Спасибо.